Ну что, поговорим о традиции, которая сделала магию знаменитой на весь мир. Вы наверняка смотрели «Зачарованные», «Баффи истребительницу вампиров», фильм «The Craft» и так далее. Во всех этих фильмах или сериалах присутствуют персонажи или сама идея особенной магической религии. И да, эта религия существует на самом деле, и, как некоторые догадались, называется Викка. Викка — это современная языческая традиция, в базе которой колдовство — сакральный двигатель, и которая изменила представление людей в мире о ведьмах и колдунах. Это дуэтеистическая религия, в центре которой богиня и бог. Ритуальная жизнь векан вращается вокруг двух циклов. Лунного — это эсбаты, связанные с фазами Луны и личной магической работой, и солнечного — колеса года, саббаты. Этический принцип традиции обычно формулируется как «не причиняя вреда и поступая по своей воле». И эту трактовку многие понимают неправильно. Это не про вседозволенность и не про наивную «будь добреньким». Смысл глубже, в осознанности, ответственности и понимании последствий. Вика была представлена публике Джеральдом Гарднером в 1954 году после отмены закона колдовства в 1735 года. Он сыграл важную роль в привлечении внимания общественности к колдовству, а также выкупил этнографический музей и сделал из него музей магии и колдовства, который существует по сей день. Но немногие знают, что Вика была основана в Англии еще до 1954 года, представляя собой то, что историк Рональд Хаттон назвал единственной полноценной религией, которую Англия дала миру. Традиционная Вика, как бы многие ее не ассоциировали с няш-мяш, нью-эйджем и так далее, на самом деле родилась под влиянием различных западных эзотерических традиций и практик, в том числе церемониальной магии. На нее также оказали влияние научные работы по фольклористике, в частности «Золотая ветвь» Джеймса Фрейзера, теория древнего культа ведьм английского египтолога Маргарет Мюррей и сам по себе английский фольклор, бум которого пришелся в викторианскую эпоху в 19 веке. После смерти Джеральда Гарднера в 1964 году колдовство не умерло, оно наоборот устроило себе ребрендинг и пошло в рост. Примерно тогда Вика из Англии пересекла океаны и добралась до США и Австралии. И вот в начале 70-х начали появляться книги, обучающие людей тому, как самим стать ведьмами без формальной инициации или обучения. И в 90-е магия окончательно вышла из леса и зашла в телевизор и кинотеатры. И внезапно половина подростков решила, что пентаграмма отлично сочетается с подростковым кризисом. Интернет подхватил волну, и книги разлетались, особенно у Сильвер Рейвенвулф. И вот уже магия становится чем-то между практикой и лайфстайлом. Старую гвардию это, мягко говоря, не вдохновило. Когда Вику начали продавать как милую нью-эйдж тусовку, часть практиков закатила глаза и пошла копать глубже, к истокам и более жестким традициям. И вот Вика — это парадокс. С одной стороны эстетика, свобода, луна, красивые алтари, а с другой глубокая, структурированная и местами требовательная к серьезной оккультной работе. И где-то между этими двумя полюсами каждый находит свою версию магии. Главное — не путать путь с декорацией. С вами был Богдан Дарк. До встречи!